Друзья, всем привет! В этом выпуске поговорим про легендарную марку часов штурманские. Первые часы, которые отправились в космос. Точная копия часов Юрия Алексеевича Гагарина сейчас у меня на руке. И мы на эти часы сегодня детально посмотрим. Более того, именно эти часы достанутся кому-то из вас. Но об этом немного позже. Для начала немножко истории. Впервые надпись «Штурманские» появилась на часах первого московского часового завода в 1949 году. Это были специальные часы с военной приемкой и не предназначались для свободной продажи. Такие часы выдавались выпускникам военных летных училищ. Более того, даже не всех специальностей. И как утверждают источники, именно в таких часах Юрий Алексеевич Гагарин и совершил первый полет человека в космос. По сути, бренд «Штурманский» тогда не существовал, а появился относительно недавно. И порой странно, почему тогда советские компании не кричали так громко о том, что это первые часы в космосе. Ведь если бы это были Омега либо другие марки, мы бы об этом давным-давно знали. А вспоминаем про свою историю только сейчас. Сегодня часы под брендом «Штурманский» выпускаются компанией Volmax, которая появилась после развала первого московского часового завода вместе с другими компаниями. И часов под брендом «Штурманский» выпускается сегодня довольно большое количество. Какие-то более успешны, какие-то нет. И многие скажут, что эти часы исключительно рассчитаны на туристов, которые приезжают в нашу страну. Да, возможно. Но именно на эти часы, на копию гагаринских, я думаю, стоит обратить и наше с вами внимание. Ну и эти часы я разыграю среди подписчиков. Что нужно будет сделать, расскажу в конце видео. Так что смотрите до конца, ожидайте розыгрыш и давайте уже ближе к часам. С вами Виктор, вы на канале про часы и мы начинаем. Желаю вам доброго полета! Ну что, друзья, давайте поближе к часам и начнем с комплекта и распаковки. Поставляются часы в картонной коробке. Здесь мы видим логотип «Штурманские». Больше, в принципе, надписей на коробке никаких нет. И открываем. Самое интересное нас ждет внутри. И уже видны сами часы. Посмотрите, насколько интересно выполнена коробка этих часов. Пластиковый такой кейс, который повторяет форму спускаемого аппарата. То есть, когда возвращаются наши космонавты из космоса, вот в подобных аппаратах они как раз и спускаются на Землю. Открываем крышечку. Довольно плотно все здесь закрыто. Ну, давайте часы пока уберем. У нас в комплекте идет паспорт. Точнее, инструкция часов штурманские. Здесь мы видим, конечно же, Гагарина. Он сейчас представлен практически, наверное, на всех моделях штурманские. По сути, человек, который является лицом этого бренда. Здесь мы видим информацию по всем механизмам, которые сейчас используются в часах штурманские. Конкретно в этих часах используется механизм полет. Но к механизму мы вернемся немножко позже. По сути, эта инструкция значения для нас не имеет. Давайте к самим часам. Вот так они аккуратно сидят на подставке. И попробуем их для начала отсюда снять. Я не знаю, снимается ли сама. Да, снимается. Можно вытащить часы полностью с подушечкой. Интересно сделано, действительно необычно, действительно классное решение с вот этой коробкой, которая имитирует спускаемый аппарат. Давайте ее даже здесь для фона немножко оставим. Часы в пленочках, и сразу видно, действительно часы выглядят очень-очень здорово. Но давайте их раскроем и на все внимательно поглядим. Это часы, которые полностью копируют легендарные часы Юрия Алексеевича Гагарина. Здесь на оранжевом шнурке у нас есть номер часов, логотип «Штурманский». Кстати, эта штука выполнена из кожи, действительно приятного качества. И давайте ее сейчас уберем. Итак, наши часики, все в пленочках. Неплохой ремешок. Ремешок здесь из кожи, такой бархатистый на ощупь. И самое интересное, снимем пленочки с этих часов. Ну, на первый взгляд выглядят точно так же, как легендарные гагаринские часы. Это самое приятное, когда берешь в руки новые часы и снимаешь с них пленки.
И давайте пройдемся по габаритам. А габариты здесь, как видите, совершенно небольшие. Так, диаметр корпуса в этих часах составляет 33 миллиметра. 33 миллиметра. Казалось бы, сегодня это очень-очень мало. И даже женские часы делаются больше. Но 33 миллиметра как раз придают этим часам того легендарного дизайна. Толщина часов вместе с выпуклым стеклом 10,7, ну почти 11 миллиметров. Ремешок здесь на 16 миллиметров. Казалось бы, они маленькие. Казалось бы, они вполне как женская модель. Тем не менее, это выглядит очень-очень здорово, как по мне. И несколько раз перевыпускали, как раз марка Штурманский делала выпуск часов в стиле гагаринских. В основном они были больше. И тогда как раз многие их ругали, что они отошли от стандартов, от канонов и делали какие-то совсем другие необычные вещи. Сейчас же Штурманские сделали практически точную копию. Конечно, есть свои отличия. Ну, например, в первую очередь стекло. Изначально в Штурманских оно было из плексиглаза, так сказать, акриловое стекло. Сейчас мы видим минералку. Тем не менее, это выпуклая минералка, которая повторяет дизайн, повторяет форму того советского стекла. Бакля тоже в цвет корпуса, надпись «Штурманский» мы видим на ней. Ремешок, как я уже говорю, вполне хороший. Хотя, мне казалось бы, эти часы лучше смотрелись на ремешке, таком типа напульсник, если пошить широкий кожаный ремешок под заказ. Возможно, будет гораздо интереснее смотреться, с учетом того, что часы довольно маленькие. Если у вас рука крупная, чтобы они не терялись, чтобы выглядело это гармонично. И будет, наверное, немножко интересней. Что у нас на задней крышке? На задней крышке практически никаких лишних надписей мы не видим. Здесь номер часов, номер механизма. И это лимитированная серия. 2000 штук таких часов выпущено. Выпущены часы в разных форматах корпуса. В данный момент у меня корпус с покрытием розовое золото, есть чистая сталь. Мне кажется, этот вариант даже интереснее. Часы как будто такие позолоченные и, в принципе, напоминают, придает дополнительной винтажности, наверное, этим часам. И в чистой стали, мне кажется, было бы не так интересно. Ну что, давайте их заведем. Обратите внимание, какая здесь заводная головка. Она действительно интересной формы. Заводная головка здесь небольшая и очень аккуратно выполнена. Выглядит точно так же, как на тех старых советских часах штурманские. Давайте немного часы заведем. Здесь оригинальный полетовский механизм на 17 камнях, механизм 2609, и в этих часах используются только оригинальные механизмы полет российского производства. Ну, наверняка это механизмы уже поздние и, возможно, не такие качественные, как были раньше. Тем не менее, механизм довольно известный, механизм очень небольшого размера, тоненький, хороший и, в принципе, служить будет долго. Что вам, наверное, всем интересно по поводу отделки корпуса. Посмотрите, как интересно сделан корпус. Вот эти загнутые ушки, они как облегают руку и делают часы визуально еще меньше. Очень элегантно смотрится. Мы видим два варианта полировки. Основная идет матовая и такой блестящий зеркальный рант вокруг стекла. По дизайну циферблата мы видим полное повторение легендарных гагаринских часов. Здесь метки в виде цифр полностью выполнены из суперлюминовы. Видим надпись «Штурманский», первый МЧЗ имени Кирова в таком же стиле, таким же шрифтом, как и раньше. Видим логотип и надпись «Сделано в России». Ну, пожалуй, единственное отличие, что раньше писали «Сделано в СССР». И обратите внимание, эти индексы, они такие как даже слегка выпуклые. То есть из-за большого количества суперлюминовы должны в темноте часы светиться очень здорово. Секундная стрелка идеально доходит по контуру, то есть четко попадает в индексы, никаких здесь отставаний нет. И давайте покрутим стрелки основные, посмотрим, как это работает. Довольно плотно идет механизм, никаких нет рывков. В этом плане все довольно хорошо. Кстати, обратите внимание, как выполнена секундная стрелка. Ее кончик загнут и четко идет по линии разметки. Довольно интересное решение, выглядит это очень здорово. Заводная головка, казалось бы, что она маленькая и будет неудобно заводить часы, вращать часы. Но за счет ее такой особой формы, видите, она как конусом таким выполнена, вполне никаких проблем, никаких
сложностей с этим нет. Я даже не знаю, что про эти часы рассказать подробнее. Они выглядят действительно классно, действительно достойно. Да, это часы, которые, скорее всего, не на каждый день. Здесь небольшая водозащита, без сапфирового стекла. Но при этом это часы не такие, которые нужно носить регулярно. Это часы скорее коллекционные и выглядят очень-очень достойно. Найти сейчас часы штурманские вот в таком формате советского производства в хорошем состоянии, ну это практически нереально. А если вы их найдете, они будут стоить гораздо больше. Цена этих часов 25 тысяч рублей, что в принципе сегодня для отечественных часов вполне нормальная цена. Да, я знаю, цена российских и современных российских часов это дело весьма обсуждаемое. Многие говорят, что зажрались, ничего не выпускают, используют старое, при этом дерут цены нереальные. Здесь же я считаю, что цена вполне себе адекватная. Эти часы выпускает компания Volmax, которые и взяли себе марку штурманские после развала первого московского часового завода. Он раскололся на несколько разных компаний, и как раз марка штурманские отошла компании Volmax. Действительно, довольно много часов они выпускают под этим брендом, под брендом штурманские, но далеко не многие из них действительно хорошего качества, действительно интересны. Конкретно эта модель мне нравится. Ну и давайте еще раз посмотрим на дизайн корпуса, как это все выполнено. Здесь, не смогу вам снять прям с огромным увеличением, но скажу так, что выглядит все действительно отлично. Задняя крышка хлопушка. Это может составлять трудности, если вам необходимо будет забраться к механизму, но забираться туда вам, наверное, не нужно. Все-таки это часы не кварцевые, где надо менять батарейку. Часы действительно требуют механически какого-то обслуживания раз в 3-5 лет. Кто как их делает, некоторые вообще не делают. И в принципе лазить туда, наверное, большой потребности нет. Давайте посмотрим, как они сидят на руке. Все-таки, наверное, будет слишком мало, но тем не менее примерить их очень даже хочется. Ну что, я одел часы на руку, есть по ремешку какое-то ощущение, что они как будто женские, но все-таки слишком тонкий ремешок, 16 мм, но сами часы выглядят вполне себе удачно. И да, повторюсь еще раз, если поставить сюда широкий ремешок типа напульсник, то в принципе и на крупное мужское запястье будет смотреться гораздо лучше. Здесь такой тоненький элегантный ремешок, но часы такие больше формата унисекс. Если вы хотите подарить такие часы девушке, будет, наверное, вполне интересно с таким ремешком. И, наверное, я бы добавил сюда в комплект дополнительный ремешок, дополнительный напульсник, все-таки для крупных мужских запястий. Но при этом часы очень легкие, сидят вполне комфортно. Ну, не знаю, да, ремешок, наверное, все-таки смущает. Наверное, все-таки это вариант не совсем мужской, но часы при этом выглядят классно. Хотя, вы знаете, раньше в советское время носили и часы «Звезда» носили мужчины такие совсем крохотные. В принципе, никого это тогда не напрягало. Такой размер был, не то чтобы модный, он был, по сути, наверное, единственный. Никаких разных вариантов не было. Хотя, опять-таки, если мы посмотрим на часы кировские, они были значительно крупнее, значительно больше. Наверное, тогда по дизайну не заморачивались и вовсе. Сейчас все-таки дизайн выходит на первую ступень, и хочется носить не только качественные часы, но хочется, чтобы они были и красивыми. Ну и еще раз к циферблату. Действительно классный, действительно интересные винтажные часы. Действительно часы, которые коллекционные, которые повторяют ту форму. И мне они нравятся, действительно нравятся. Я считаю, что российские часы могут жить, и кто-то скажет, что это исключительно сделано для туристов. Возможно, конечно, возможно. Многие туристы с удовольствием покупают эти часы, потому что Гагарин все-таки является одним из символов нашей страны. Да не только Гагарин, но в принципе вся космическая наша программа довольно интересна туристам. При этом и многие люди сейчас стали снова интересоваться российскими часами, советскими часами. Мы видим бум на покупку советских винтажных часов, и такие часы, я думаю, заслуживают уважения. Тем более, если сравнивать цены, даже с той же ракетой, они вполне себе приемлемые. Опять-таки у нас почему-то принято ругать все свое. Я не сторонник такой теории, я свое не ругаю. Ругаю только если действительно сделано как-то плохо. В этих часах, мне кажется, ругать нечего. Пожалуй, кроме ремешка. Хотелось бы дополнительный ремешок, более брутальный, на мужскую руку. Опять-таки в формате, наверное, напульсника.
Но с учетом того, что есть огромное количество мастеров, которые готовы выполнить ремешок по вашему дизайну, по вашему заказу, я думаю, найдутся энтузиасты, которые с удовольствием будут делать ремешки именно под этот вариант часов. И если выбирать среди вот этой модели, среди переизданий, выбирать часы побольше, поменьше, я бы все-таки остановился на формате в 33 мм. И больше всего в этих часах мне нравятся как раз таки цифры. Вот этот шрифт, вот эти крупные цифры 12, час, 2, 3 выглядят действительно очень классно. Ну, я такие встречал, да, наверное, нигде больше не встречал, ни в каких других часах. В этих часах они являются как символом какой-то эпохи. И такие часы в коллекцию нужны. Да, пожалуй, даже и я себе такие часы, наверное, приобрету. Ну а теперь к розыгрышу. Именно эти часы я и разыграю среди подписчиков. Все, что нужно сделать, это подписаться, либо быть подписанным на канал, оставить один адекватный комментарий про эти часы, либо в принципе про бренд штурманские, и ожидать результатов розыгрыша. А если видео вам понравилось, ставьте лайк и делитесь им в своих социальных сетях. Спасибо за просмотр, до новых встреч на канале, пока-пока.